Илья Морозов, молодой предприниматель из Петербурга. В 33 года он владел крупной строительной компанией, давал интервью журналам и казался человеком, у которого есть все. Все, кроме тепла дома. С женой Марией они прожили почти 9 лет. Когда-то она была его вдохновением, улыбчивая, мечтательная, с глазами полными света. Но в последнее время Мария будто погасла. Разговоры стали редкими, взгляды чужими. Однажды вечером Илья заметил, как она спешно закрыла ноутбук и убрала телефон. «Что случилось?» «Просто устала», — ответила она, избегая взгляда. Ночью он увидел из окна, как Мария выходит и садится в такси. Сердце кольнуло тревогой. На следующий день Илья не выдержал. Он зарегистрировался в приложении под вымышленным именем и стал таксистом. Вечером поступил заказ, адрес его собственного дома. На экране загорелось: клиент Мария Морозова. Он подъехал. Она вышла, в простом пальто, без макияжа, уставшая, как будто несла на плечах весь мир. «Добрый вечер», — сказала она, садясь на заднее сиденье. До улицы Лесной, дом 14. В машине стояла тишина. Лишь звук дождя и запах ее духов. Тот, что он когда-то сам подарил. «Иногда хочется просто уехать и не возвращаться», — тихо сказала Мария, глядя в окно. «От кого?» — спросил он, изменив голос. «От жизни. От человека, который рядом, но будто давно ушел». Он слушал, чувствуя, как внутри все сжимается. Через несколько минут она попросила остановиться у маленького кафе. «Я ненадолго. Подождите меня». Он остался в машине и через окно увидел, как она подошла к столику, где сидела пожилая женщина. Мария достала конверт, обняла ее. Тогда Илья понял, это не тайная встреча, это ее мать. Когда Мария вернулась, он спросил: «Вы помогали родственнице?» «Да, маме. Она больна. Не хочу, чтобы муж знал. Он подумает, что я прошу жалости». Илья сжал руль. Он понял, как ошибался. Все это время она просто молча несла боль, не прося ничего. Дорога обратно прошла в тишине. «Если бы муж был рядом, что бы вы ему сказали?» — спросил он. «Что устала», — ответила Мария. «Не от жизни, а от одиночества рядом с тем, кто больше не видит меня». Женщина может простить многое, кроме равнодушия. Он остановил машину у дома, снял кепку и очки. Мария замерла. «Илья?» «Да», — ответил он. «Это я. Я просто хотел понять, почему мы стали чужими. А теперь понял, что сам тебя потерял». Она долго молчала, потом улыбнулась сквозь слезы. «Ты дурак, Илья, но, кажется, мой дурак». Он протянул руку. «Поехали домой?» «Домой», — прошептала она, — «если там будет место для нас обоих». Через неделю их дом снова наполнился жизнью. На кухне пахло кофе, в окнах горел свет. Утром Илья нашел записку: «Я у мамы. Вернусь к обеду. Береги себя». Он улыбнулся. Теперь он знал, она больше не уходит. Она просто снова живет. А он учится быть рядом. Иногда, чтобы вернуть любовь, не нужно богатства. Нужно всего лишь увидеть человека не глазами, а сердцем.